На данный момент занимаюсь посуточной арендой квартир в Москве. О, ну это круто. Это очень прибыльное направление. Примерно на одну квартиру у нас получается в районе чистой прибыли 20-30 тысяч рублей. Но расскажи, как нашим подписчикам тоже организовать такое же у себя в городе, например? А вопрос такой, а если миллиона нету, с чего начать? Друзья, всем привет! Я до сих пор нахожусь в Москве на станции метро Белорусская. Сейчас уже более 10 часов вечера, но Москва никогда не спит. И сейчас я хочу встретиться со своим очень близким другом. Это мой близкий человек, которого зовут Андрей. Вот, он ждет меня в кафе. Сейчас мы пойдем и поговорим с ним о его бизнесах. Андрей очень уникальный человек. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, у него какой-нибудь новый бизнес. Вот сейчас хочу прийти с ним пообщаться и узнать, что он придумал на этот раз. В Москве сейчас апрель, очень грязные улицы, и поэтому вот так вот, таким образом чистят дороги. Это очень классно. После зимней гадости начинают очищать полностью всю Москву. Так, я немного запутался, куда мне идти. По-моему, вот это вот вьетнамская кухня. По-моему, нам нужно зайти вот сюда. Андрей. Привет. Приветствую. Сколько лет, сколько зим? Сколько мы с тобой не виделись? Полгода, друзья. Сейчас я вас с ним познакомлю. Всем привет. Хочу представить своего партнера, коллегу Аллу. Аллочка, пожалуйста. Всем привет! Начнем, пожалуй, с последнего. На данный момент занимаюсь посуточной арендой квартир в Москве. О, ну это круто. Это очень прибыльное направление на сегодняшний момент, особенно после чемпионата мира по футболу. Мы берем, арендуем квартиру примерно в Москве за 30 тысяч, сдаем примерно за 2,5-3 тысячи в сутки. При заселяемости 20-25 дней мы имеем примерно 60-70 тысяч рублей. Мы делаем вычеты за уборку, за администрирование, офис, менеджер, некие расходы. Примерно на одну квартиру у нас получается в районе чистой прибыли 20-30 тысяч рублей. Андрей, ну это очень классный бизнес, но расскажи, как нашим подписчикам тоже организовать такое же у себя в городе, например? Очень просто. Аренду. Достаточно позвонить через объявление на человека, который сдает за, допустим, 15 тысяч в Магнитогорске однокомнатную квартиру, и все же договориться о том, что вы теперь будете сдавать эту квартиру за 20, допустим, 5 тысяч. Подожди, вопрос такой. Значит, нужно иметь какое-то юридическое лицо? Обязательно нужно регистрация данного направления, иметь либо ООО, либо ИП, форму собственности. Что можно сделать через любой банк за 1 час вас зарегистрировать. А вот сейчас есть такой вид, как самозанятость. Это подходит под съемку Это квартир или очень нет? даже подходит под данный вид деятельности, поэтому я бы всем рекомендовал регистрироваться как самозанятый. Лучше прочитать в описании, будет ссылка про самозанятых. Ну, кстати, про самозанятость я недавно читал статью, что можно даже через интернет это оплачивать. Через интернет Через оплачивать. госуслуги Да. можно зарегистрироваться как самозанятый и оплачивать все налоги. Но это только в Москве или по всей России? По всей уже? России. А, все, супер. Значит, это сервис уже Человек есть везде. абсолютно может находиться в любом городе, а зарегистрироваться и оплачивать налоги. Значит, мы оставим ссылочку внизу на этот сайт. Ну расскажите, вот вы коллеги вместе работаете, какие подводные камни могут возникать при аренде квартир? Какие проблемы? Абсолютно хороший вопрос. Первый подводный камень, естественно, это человеческий фактор. То есть люди. Кому-то не нравится кровать, кому-то не нравятся стены. Может все что угодно быть. Нужно готовым быть ко всему. Главное быть, все-таки мы понимаем 3 основных фактора в человеке. Конфликтоустойчивость. Не конфликтовать с клиентами, дать им скидку, сделать бесплатное проживание, сделать все что угодно, лишь бы человек был доволен. Второе. Постоянно быть с контактом с клиентом, быть мобильным, потому что у вас будет администратор, горничная, но этот человек или эти люди могут быть недоступны, могут совершать какие-то ошибки,
Так как вы, будучи предприниматель, вы должны контролировать, делать все сами. Третий пункт – это, конечно же, реклама, как и в любом бизнесе. Мы рекламируем наши квартиры на таких площадках, как Авито, Циан, Airbnb, Booking, посуточно и другие. Ну сразу, ребят, закономерный вопрос. Вот эти вот площадки, которые вы перечислили, они есть в каждом городе или только в Москве? В каждом городе есть Авито, в каждом городе есть букинги, все это работает, абсолютно можно сделать в каждом городе, через каждую площадку. Так что, друзья, дерзайте, набирайтесь опыта, и дальше мы посмотрим, как это у вас будет получаться. Мы будем показывать, следите за нашими успехами, как все будет развиваться с цифрами, со всеми вытекающими из этого бизнеса. Подписывайтесь, следите. Ребят, ну понятно, что чтобы начать зарабатывать, нужно сначала вложиться. Вот в ваш проект, сколько вы уже вложили финансов, сколько на данный момент у вас объектов и через какое время вы планируете отбить свои вложенные средства? На данный момент мы взяли 10 квартир. 10 квартир. По стоимости это вышло вообще небольшие суммы, примерно 1 000 000 рублей. А вопрос такой, а если миллиона нету, с чего начать? Вот самый главный вопрос. Вы начали масштабно. А как начать простым людям, которые просто хотят зарабатывать пассивный доход? Очень просто. Тогда нужно позвонить на Авито человеку, который сдает квартиры на месяц, то есть в долгий срок, и предложить о том, что он будет зарабатывать чуть больше сумму, процентов на 15-20. Например, человек сдает за 15 тысяч квартиру, предложить ему сумму в 20 тысяч в месяц, но он будет сдавать вам в аренду, а вы будете по договору в субаренду. Таким образом, вы будете зарабатывать примерно 1010-15. То есть, по сути, вы можете поработать так 1-2 месяца, заработать еще на одну квартиру, снять еще одну квартиру, и у вас уже будет 2 квартиры таким образом. Через 2 месяца у вас уже будет 3-4 квартиры. Ну и через полгода можно выйти, как и вы, на 10 квартир. Я так понимаю, то, что вы тоже не просто так, да, сейчас занимаетесь 10 квартир, вы это все делали постепенно. Абсолютно. Это очень важно. Начинали с 6 квартир. Можно брать квартиры как в доверительное управление, можно брать их в аренду и сдавать в субаренду. Различные формы. Здесь играет человеческий фактор. Как договоритесь, так у вас и будет. Приведу пример. У меня есть знакомый в Сургуте, который зарабатывает 300 тысяч рублей чистыми, и у него всего 5 или 6 квартир. Ну там просто регион, куда приезжают командировочные люди. Это очень классно. То есть он в Сургуте сдает по 3000 квартиры в сутки. Абсолютно. Главное в этом бизнесе иметь сервис. Мы оказываем своим клиентам такой сервис, как если вы приехали с семьей, то есть наш клиент приехал с семьей, с ребенком, мы ему можем сдать коляску-трость в аренду для ребенка. Зачем ему брать с собой коляску? Это дополнительный груз в самолете. Мы ему сдаем в аренду. Примерно за 200-300 рублей в сутки. Такая коляска-трость на Авито можно купить за 2-3 тысячи. Она отбивается буквально за 10 дней аренды. Второе. У нас есть свои автомобили, либо можно людям оказывать трансфер такси, но не пользоваться сервисами, а просто договориться с водителями, которые будут встречать вас с табличкой. Это будет ваш дополнительный доход в размере примерно 500 рублей с аэропорта, либо с ЖД вокзала. Третий сервис. Когда человек к нам приезжает, кроме чая и кофе мы предоставляем макароны, гречку, рис, то есть крупы, то есть первичную еду, чтобы человек не искал магазин рядом с домом, а мог уже что-то перекусить. Наша компания также предоставляет брендированные, то есть у нас в каждом номере, в каждой квартире есть свои брендированные вещи, такие как халаты, полотенца, порошки, туалетная бумага. Таким образом, с Ваней мы придумали такую коллаборацию. Иван занимается конфетами, пищей богов. Мы придумали о том, что теперь в каждой квартире, каждый клиент будет получать подарок, коробочку конфет пищи богов. Это небольшой комплимент. Он может их съесть на месте, может взять их с собой домой, неважно куда, но это коллаборация. Мы зарабатываем свой процент с продаж, Иван зарабатывает свой процент с продаж. То есть, друзья, на самом деле все просто, да, если вы хотите начать свой бизнес, если у вас нет возможности сейчас вкладывать большие деньги, вы просто ищете частника, который сдает квартиру.
потом вы просто пересдаете ее в субаренду, но для этого нужно поработать, нужно найти сервисы Airbnb, Авито, такие еще бывают сервисы, да? Циан. То есть вы на них регистрируетесь, на них размещаете, что вы сдаете эту квартиру посуточно, и с вами уже связывается непосредственно клиент. Да, но есть несколько важных моментов, такие как грамотно сделать красивые фотографии, грамотно сделать красивое описание, предоставить сервис людям, встречать. Кто-то приезжает на поезде в 3 часа ночи или на самолете прилетает. Нужно тоже это просчитать, что его нужно встретить. Ну, в общем, в начале пути вы должны делать все сами. Я так понимаю, ребят, вы сейчас работаете вообще вдвоем. То есть у вас уже 10 объектов, но вы до сих пор работаете вдвоем. Это очень важно. В начале любого бизнеса всегда нужно контролировать все самому. Пройти все через себя, профильтровать. Ну, то есть мы сейчас постепенно переходим именно к подводным камням, да? То есть к тому, что всегда может какой-то риск присутствовать. Да. Потому что вы даже можете ничего не вложить, но вы можете все равно потерять на каком-то моменте. И отчаиваться не нужно. Нужно починить машинку, нужно найти финансы, но дальше продолжать и топить, и тогда у вас все получится. Ребят, ну давайте на примере вашего бизнеса, сколько вы сейчас конкретно вкладываете и сколько вы зарабатываете за месяц? С 10 квартир расходы наши составили 350 тысяч рублей вместе с зарплатами. Это расходы 350 тысяч. Доходы наши составили 780 тысяч рублей. То есть чистая наша прибыль за месяц март предыдущий составила примерно 300-310 тысяч рублей. То есть примерно по 150 тысяч на каждого партнера. Ну, то есть 300 тысяч рублей вы положили себе в кармашек. Да. За вычетом всех налогов. То есть смотри, Андрей, год назад ты снял себе одну квартиру за 30 тысяч, да, ты сказал? 30 тысяч. Но смотрите, в Москве такая ситуация, что ты платишь 30 тысяч за первый месяц, за последний и за саму аренду. То есть 90 тысяч ты вложил, и сейчас у тебя уже 10 квартир. Ну, то есть у вас партнер, да, как вы вместе работаете? Я бы сказал о том, что первый месяц, последний месяц, так называемый депозит и комиссию агента. Любой агент берут, в Москве, как правило, от 50 до 100%. Конечно, это все можно обойти, это не панацея, но все же рассчитывайте максимум на 3 цены аренды. То есть 30, 30, 30, того 90 тысяч. Спустя год, то есть 12 месяцев, мы получаем 10 квартир. Ну, то есть, если вы сейчас делаете 300 тысяч в месяц, то вы можете спокойно каждый месяц сейчас брать еще по 3 квартиры, это минимум. Примерно. И у вас все растет уже в геометрической прогрессии. Абсолютно. И получается, вы уже работаете не одни, у вас уже целый персонал. Не, ну вот даже смотри, в моем маленьком поселке Раздвяный, откуда я родом, так что, друзья, одноклассники, всем привет. Даже к нам приезжают командировочные люди. И я знаю несколько людей, которые снимают. У нас квартиру стоит снять 7 тысяч рублей двухкомнатную. А сдают посуточное тоже по 1000 рублей. То есть вот это очень хорошая рентабельность. Это уже в 3 раза интереснее. Вот в Сургуте такая же история. Там Газпром, приезжают командировочные, там квартира стоит 14-13 тысяч в месяц, а сдают ее чуть ли не за 90. Так и есть. По 3000 в сутки. Потому что я сам снимал, я это знаю. Андрей, смотри, последний вопрос. Когда был чемпионат мира, очень сильно возросли квартиры в цене. А вообще сезонность имеет значение? Лето, зима, осень, демисезонность как-то на сдачу квартир? Абсолютно имеет сезонность, потому что в Москве на данный момент мы понимаем, что ближе к сентябрю приезжает много студентов, которые будут поступать в будущее, то есть абитуриенты. Приезжает много людей вахтовым методом. Почему-то именно на лето мы заметили такую тенденцию, проведя такую аналогию. И очень важно в данном бизнесе понимать, что этим бизнесом может заниматься абсолютно кто угодно. С 18 лет вы сможете открыть свое юридическое лицо как индивидуальный предприниматель, либо самозанятый. Важно, когда вы начинаете какое-то дело, лучше это делать в партнерстве, потому что важную роль играет подмена друг друга. То есть один партнер силен в юридическом плане, другой партнер очень креативный, творческий, и это играет большую роль, когда вы создаете что-то одно, единое целое, помогая друг другу. Так что запомните, друзья, сила в маленьких шагах и сила в командном духе. Если вы найдете классного партнера, классную команду, у вас все обязательно получится. Но если вы пока один, не стесняйтесь начинать один. Партнеры потом подтянутся. Ребят, ну вот на вашем примере скажите, как познакомились вы? Это очень интересно, я думаю, будет нашим. Давай сначала расскажем. Эта история началась с того, что я просто работала в банке и накопила 500 тысяч рублей.
Мне не хотелось вкладывать это под какой-то небольшой процент, я хотела сделать что-то более серьезное. И начала искать по различным сайтам, гуглила и на Юду нашла объявление о том, что Андрей искал себе партнера. Вот. Я, в принципе, никогда не занималась именно арендами квартир, вот, но меня это заинтересовало. И мы уже когда встретились с Андреем, он мне все подробно рассказал про это. Вот, собственно, так мы и познакомились. Ну и классно, вместо 6%, которые обещают банки, ты стала зарабатывать целых 100%. Но, наверное, пришлось уйти из банка. Да. То есть, понимаете, надо рисковать и не бояться того, что у вас есть. Если вы работаете на своей работе, но вы недовольны, возьмите и начните свое дело. Еще хочу добавить пару слов, так как мы занимались тоже дистрибьюцией, продажей конфет пищи богов, занимались выставками, очень много всего прошли. Также мы очень знакомы, хорошо работали с партнером Иваном Дмитрием. Вот такой вот парень. Мы прошли очень много всего, и банкротились, и зарабатывали от нуля до, как говорится, миллиона. Поэтому я считаю, что вам не нужно бояться, нужно просто пробовать действовать, рисковать. Могу от себя добавить, что продукция очень отлично заходит. Мы взяли на вооружение себе в данном бизнес-сегменте квартирном. Теперь мы предлагаем. Мы уже сейчас посидели, договорились. Данная линейка конфет есть в нашей сети квартир. Сейчас мы готовим франшизу. Естественно, будем развивать и франшизу по всей стране, в том числе и в Европе. И мы приглашаем в том числе партнеров, у которых есть, кто занимается контрактным производством, например, разливает, варит мыло, шампуни, кто продает полотенца. С удовольствием готовы принять заявки тех, кто занимается продажей полотенец, халатов, кто делает вышивку, лазерную гравировку и так далее. Любые, все предложения мы с удовольствием выслушаем. Так что, друзья, внизу в описании будет оставлен номер Андрея. Вы можете написать в WhatsApp, Viber, Telegram, да, наверное, у вас есть? Все есть. Все есть, так что пишите, предлагайте свои какие-то варианты, и ребята с удовольствием вас примут в свою команду. Созвонимся, расскажем, покажем, сделаем все шаги навстречу друг другу. Это интересный бизнес. Друзья, спасибо вам за интервью. Всем приятного времени суток. Увидимся в следующем интервью. Всем пока-пока, не бойтесь открывать свое дело, и на связи с ребятами. Пока. Спасибо. И удачи. Обязательно не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее интервью с ребятами. Это будет шикарно.